Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Поворот судьбы. Неожиданности и сюрпризы до конца октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Пасьянс, который я так и назвала. Неожиданности и сюрпризы. И колода Таро времена года. Давайте узнаем. Будем при этом, конечно, реалистами. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если допустить альтернативные варианты, а жизнь не бывает полностью предсказуема, то, я надеюсь, какой-то пазл сойдется. Или какая-то мысль, может быть, как решить тот или иной вопрос появится. Или мы с вами, мои дорогие стрельцы, проведем приятное время. Все равно, когда мы смотрим расклады общие, каждый из нас думает о чем-то своем. О том, что в жизни именно у вас сложилось на данный момент. Пытается найти решение тем или иным вопросам. Вот давайте будем искать подсказки. Итак, я достаю, смотрю, и вы тоже смотрите. Это больше событийный ряд. А вот где-то через эмоции это уже Таро. Или наши ощущения. Восприятие какой-то реальности. У вас выпадает кольцо. Прочный союз. Это может быть как и по части личной жизни. Конечно, это могут быть и по работе какие-то контакты. Значит, есть тут человек, словом, в той или иной сфере жизни, которому вы можете доверять, на которого вы можете положиться. Конверт выпадает. И это тот конверт, который любовный конверт. В этой колоде несколько конвертов, в том числе официальные, но вот здесь сердечки изображены. То есть это могут быть как, допустим, вы с человеком любимым на расстоянии, или вы только собираетесь встретиться, или какая-то еще история. Или просто, может быть, как сообщение в мессенджере вам напишет любимый человек. Но или как обсуждение каких-то важных дел, которые тоже где-то требуют согласований, даже пусть в высоких инстанциях, или то, что вы планируете. Но в конечном итоге это будет означать вот какая-то ваша личная история. Смотрю, что еще. Ну вот два конверта. И если первый про любовь или про личную жизнь, а есть еще и правда, тут, который официальный, может быть, это по части работы, может быть и сообщения. Возможно, это все вместе как-то вот дела ваши взаимосвязаны. И у кого-то на повестке стоит вопрос о переезде, может быть, в связи с работой, к примеру. И понятно, что и личную жизнь, ну, как-то вы обустраиваете, адаптируете. Колесо фортуны, тем не менее, вам выпадает. И это прекрасное значение в том плане, что это как возможность, которую нужно не упустить. И даже если что-то поначалу выглядит по-дурацки, рассмотреть определенно стоит. Не основываться, может быть, на каком-то только прежнем опыте, а допустить, что возможности к нам иногда приходят, ну, на первый взгляд, выглядит никак. И поэтому мы порой что-то и упускаем. Здесь будет важно попробовать. Оставляйте для себя шанс для маневра. Чтобы если попробовал, видите, что ну да, не пошло, ну тогда точно какой-то новый опыт, вы будете знать наверняка, что следует продолжать, а что нет.
Смотрю, что у вас еще совпало. И рядом с колесом у нас выпадает звезда. Нам говорят, сияйте как звезда. Это рост вашей популярности. Может быть, кто-то задумается о смене имиджа. Это, безусловно, какие-то возможности, раз рядом с этим колесом выпадает звезда. И как и второе, когда я создавала этот пасьянс, звезда, это далекое будущее лет на 10-20. Значит, это тот шанс, который мы, правда, не можем упустить. И даже если поначалу мы не можем увидеть, знаете, последовательность событий, будет важно от чего-то не отказаться, определенно попробовать. Как будто потом мы разберемся, вы, мои дорогие стрельцы, будете видеть уже более точно какую-то перспективу. Но основа каких-то будущих свершений именно может решаться в октябре. Вы можете подводить как и важные итоги, так и планировать что-то на будущее, определять свои приоритеты или сферы своих интересов. И я пока не увидела чего-то еще, что могло бы сойтись. Давайте будем узнавать на картах Таро. И концепция та же. Неожиданности и сюрпризы. Первые 3 карты. Неожиданность. Каковы же неожиданности для стрельцов? Первая карта, с чем это связано? Да правда, либо смена работы, либо поездка сама по себе по 6 мечей. И это карта мужества. И, кстати, карта заслуженного успеха, пусть не в этой колоде, но 6 это всегда, по нумерологии даже, это всегда победа. Это как вершина нашей активности или тех действий, которые мы приложили прежде. И теперь этот итог, как он неминуем, потому что вы уже как будто в том месте, где вы сейчас уже всего достигли. Либо нужно как-то адаптировать к внешним условиям, событиям вашу работу, допустим, или некоторую составляющую личной жизни. Для кого-то из вас, почему эта карта часто показывает именно переезд, или когда вы задумываетесь о том, допустим, или как вторичный доход, или поменять специальность, начинаете изучать что-то новое. Дорогу осилит идущий, и нам показан человек, он уже имеет намерение, поставил цель, что да, я уплываю, я уезжаю, ухожу из этого места. И пусть лицо его, которое изобразил художник, не выглядит счастливым, но скорее он сосредоточен, потому что он понимает, еще какой-то путь мне придется проделать в одиночку. Что там ждет? С чем я столкнусь? Или с кем? Как будут складываться вообще события моей жизни? Но единственное точно, что он знает, что он не может оставаться здесь. Безжизненная какая-то земля, и все, что могло, оно уже состоялось. Поэтому для кого-то либо переезд, либо, может быть, вы будете определяться по части работы, откуда к вам приходят деньги. Может быть, как способ оплаты, или релокация офиса, или есть еще все равно какое-то обновление, когда вам нужно идти вперед. Давайте мы достанем еще одну карту. Но успех, пусть это не на период короткий, до конца октября. Это тот успех, который придет к вам позже. Вот как по аркану звезда. Где-то Таро дополняет значение пасьянса и говорит, что, как есть такая фраза, старый анекдот. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Идти вперед надо. Неожиданности. Весь мир вас ждет, мои дорогие стрельцы. Вы люди-оптимисты. И это карта итога. Значит, в эти 10 дней будет какой-то, как минимум, итог. Что-то вас порадует. По карте мир это мы счастливы, мы довольны. Мы понимаем, что нет ничего невозможного при должном оптимизме. И как раз вы-то оптимисты. По этой карте это гармония в душе, это баланс в душе. Это еще возможность с кем-то примириться. Важные разговоры какие-то совершить. Или если вы, например, изучаете что-то новое или собираетесь, вот как намерение, и вы его уже приводите к действиям. Может быть, первые шаги делаете, как вот этот человек. То значит, что-то будет продолжено с прекрасным завершением.
с ростом вашей популярности, с новым качеством жизни. И это тот итог, который одновременно служит уже началом новому качеству жизни. Я не побоюсь этого сказать. Прекрасная карта. Но мужество сделать первый шаг, оно необходимо. Неожиданности. У кого-то может быть банально связанная история, вы перекладываете на себя. Когда вы, правда, надумали переехать куда-то, может быть, это будет сопряжено и с личной жизнью, все же рыцарь чаш. Это как и подарки, это как приглашение, это какая-то личная история, и тогда ехать нужно, действительно. Может быть, на местности там вы разберетесь, что почем, каков человек, каковы условия. Ну, по крайней мере, вы будете видеть что-то своими глазами или осязать, понимать, насколько адаптируема обстановка или ситуация к вам. С чем-то нужно разобраться. Может быть, у кого-то банально вопрос, который касается, к примеру, даже наследства. И значит, вы поехали в какую-то местность, или, может быть, не обязательно наследство, любой другой. Это я как пример. Один из тысячи примеров. И там, значит, вы можете что-то согласовать с вашими родственниками, и конечный итог, он будет вас радовать. Да, у кого-то это может быть и история любви, но разобраться в чем-то и не упустить, я бы сказала. Даже если поначалу, вот как этому человеку кажется, ну как-то я не могу просчитать все наверняка. Может быть, и есть опасения, что что-то не сложится. Ну, значит, дорогу осилит идущий, мои дорогие. Надо что-то пробовать. Надо как будто двигаться вперед, это правда. И вот как будто итог-то этот сам по себе, он не заставит долго ждать. Вы будете видеть через достаточно непродолжительный промежуток времени и, возможно, благодарить себя, что когда-то сделали первый шаг. Такой нюанс. Сюрпризы, которые где-то согласуются с неожиданностями. Правда, тут могут быть решения вопросов личной жизни и связаны с переездом. Может быть, этот переезд, когда вы съезжаетесь, создаете семью, карта любящего человека, карта эмпатии, карта добрых людей. Это тех, которым мы доверяем и которые нам доверяют. Когда мы готовы за них ответственность брать, и они тоже. Поэтому сама по себе история любви или личной жизни может быть либо обустроена в новом ключе, или вы можете помириться, мои дорогие, или вы можете развить, может быть, какие-то отношения, которые зародились совсем недавно, узнать друг друга лучше. Позитивная карта, как сюрприз, будет, значит, минимум приятное общение, максимум уже какие-то планы вы можете даже строить. Но быть готовым к неожиданностям. Вверху карта мир, старший аркан. Мы подводим итоги. Но вас будут радовать эти итоги, а кого-то не будут радовать. По этой карте иногда проходят люди завистливые, увы. Есть такое значение «бунтарь без причины». Очень хорошо характеризует эту карту. Вы можете столкнуться с какими-то чиновниками несговорчивыми, или с людьми, которые не все ведь полны доброты в отношении нас. Некоторые больше видят либо свою ситуацию, либо во что-то не вникают, либо просто обладают сложным характером. По этой карте могут нам говорить что-то нелицеприятное, но это проблема личностного плана или характера конкретного человека. Могут быть по этой карте, увы, и проверяющие, когда мы что-то должны согласовать. Может быть, и вот такой бунтарь без причины может проснуться и в вас, когда все хорошо, и захочется, и ведь на самом деле, когда мы в себе уверены, и самодостаточность – это прекрасное качество, но иногда нас какие-то неведомые силы начинают захлестывать, и нам хочется настоять на своем, нам хочется доказать что-то, и тогда нет, тогда лучше держать баланс, это правда. Чтобы какой-то прежний, может быть, конфликт или острая обстановка, или ситуация, или непонимание в последующем не осложнило вам жизнь. Может быть, как какие-то недоброжелатели, но тогда с ними все равно конфликтовать не надо, дабы каких-то тайных врагов себе не наживать. Ну вот есть такой нюанс. У вас на кону мир, ваше счастье, благополучие, какие-то свершения. И поверьте,
совершенно другого формата возможностей. Ведь это что-то мелкое. Может быть и мелкопакостное. Вот, кстати, я могу вполне такое тоже предположить. Ну так перешагнуть, идти дальше, потому что на кону что-то более качественно важное. Хорошо, давайте мы еще спросим. Сюрпризы. Конечно, себе не навредить определенно точно стоит. По этой карте идет просто больная ситуация. Восьмерка мечей – это всегда, когда мы не видим какую-то конкретику. Мы можем как и замечтаться, или наоборот, впасть в какие-то доказательства, или принять, нам как будто бросили перчатку, а мы ее подняли. Раз подняли, значит в ответе. Значит мы увязнем либо в конфликте, либо в каком-то деле и будем обдумывать. И ни одна умная мысль как будто не приходит. Мы крутимся в одном, как вот белка в колесе, да, ведь ей сложно, она не выпрыгнет никак. Ей нужно для этого остановиться. И вот где-то карты нам говорят, ты остановись и увидь вот свежим взглядом какую-то обстановку. Или тот самый конфликт, или взаимоотношения. Может быть, это касается какой-то истории. Возможно, у кого-то согласование. И я могу допустить, у кого-то даже это связано с судом или медиаторством. Так вот, медиаторство со знаком плюс. Вы можете как раз договориться. А вот видение какой-то вашей ситуации по тому или иному вопросу. Ведь нам изображен больной ребенок. И мы с вами знаем, когда высокая температура, мы словно сами не в себе. Мы не можем, ну, где-то критично оценивать обстановку вокруг. И мыслить-то тоже критично мы не можем. И, видимо, нужно быть на каком-то этапе реалистом. Потому что вот эта восьмерка мечей, она может изрядно помешать. Потому что мы не видим, опять же, реальность. Но надумали себе 100 бочек арестантов. Понимаете? Давайте итоги будем смотреть. А вверху у нас вот такие карты. Карта мира, предложение. Вот есть такая фраза. Обжегшись на молоке, потом начать дуть на воду. Вот что-то подобное вот эти 4 карты нам рассказывают. Или мы дали себе такую установку. Нет, никогда я с ним или с ней не примирюсь. А почему нет? А зачем себе вредить? Нейтралитет. И все прекрасно. Или от этого человека, от этой обстановки она никогда не изменится. Нечего ждать. Все, ставлю точку. А тут возьми какое-то предложение. А мы ж во что-то одно уперлись и не видим какой-то альтернативы. Вот есть альтернатива, мои дорогие стрельцы. Может быть, и хочется поделить мир на черное и белое. Но для вас до конца октября полутона. Итак, итоги. Октябрь. Неожиданности и сюрпризов. Ну вот как видит Таро. Что же это может быть? Ну как обновление, хоть отношений, хоть взаимоотношений, допустим, с родственниками, далекими родственниками. Родственниками, может быть, вашего партнера. Или, может быть, это работа. Или ваши какие-то начинания. Да, чего-то не упустить, не сглупить. Это будет важно. Быть осмотрительным, где-то не ставить перед собой догмы. Потому что если мы решили, что это должно развиваться вот так, оно будет не так. Опять же, полутона. А если мы держим руку на пульсе, мы увидим как и новые возможности, так и куда же вот это колесо истории катится. Может быть, оно нужно, правда, остановиться, чтобы не совершить ненужных шагов. И на кону у вас прекрасное продолжение. Каков же итог? Давайте достанем второй дуплет. Тут как и не просто примириться. Посмотрите, у кого-то в личной жизни может быть такое. И 4 жезлов – это праздник после победы. Поэтому нам может казаться, что ну я сейчас докажу всем. А нам карта говорит, да ты отступи. Или вообще вот не увязай в каком-то деле. Потому что у тебя сейчас на кону праздник после победы. Значит, тут какой-то вопрос может быть решен намного проще, чем вы это думаете. Или пойдя, может быть, на какой-то компромисс. Или на мировую. Вы навсегда избавитесь от недруга. Или как, знаете, от человека, который как заноза все время мешает. А мешает именно потому, что может вас цеплять какими-то эмоциями.
А тут можно действительно посмотреть, какие прекрасные карты. Не просто перемирие, а еще радость, праздник, когда вообще что-то хорошо. И ведь четверка жезлов – это как якорь, это надежность, это уверенность. И в сегодняшнем дне, и в дне завтрашнем. И не просто победа, а когда мы можем, как есть у нас что-то отметить, мои дорогие. Давайте третий дуплет, итог. Ну или можем вот так вот, день сурка, четверка мечей. Четверки две, но какие разные. Или праздник после победы, когда мы еще как бы свою надежность, состоятельность, бережем свое доброе имя, сами собой не рискуем, понимаем, что нас могут провоцировать. Так вот, а можем ведь и замкнуться. Вот как этот, как бы сурок, да, но вот он сидит и оглядывается, словно он только что вылез из своей норки. И вроде бы вылез уже, да, ну, казалось бы, ну, иди дальше. А ему страшно, вот, что значит не видеть реальность. И весь его вид, он смотрит, и как будто в выражении присутствует такая мысль: а нет, ну его, пойду-ка я обратно. Понимаете, то есть будет важно не закрыться, а какой-то вопрос свести, может быть, к нулю, чтобы не было конфликта. Но для этого будет очень важно внутреннюю какую-то перестройку сделать в душе себя самого. Помните, для вас мир, баланс – это в первую очередь, это ваше все. И тогда все остальное, как будто жизнь ждет, когда вы подведете некоторые итоги для того, чтобы новые возможности открыли перед вами совершенно другие перспективы. И в ноябре ведь у нас будет еще тот период, когда мы можем узнать, например, по какому-то вопросу, или, может быть, это с документами будет связано, когда мы недостающие документы получим. Но звезды нам обещают больше ясности, больше четкости, как или в начале ноября, или ближе к 20-му. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.